слабонервным, беременным детям и, конечно же, вегетарианцам, я прошу тут же отключить это видео. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я вам расскажу и подробно покажу, какое мясо мы кушаем в Турции, как мы делаем заготовки в морозильную камеру и едим почти потом целый год, 8-9 месяцев нам хватает. Мясо мы, конечно же, не покупаем. Мясо у нас свое, потому что мы держим небольшую ферму, козлики и барашки. Мы кушаем только козлика. Если вам интересна тема фермы, как содержат животных, как за ними ухаживают и как зарезать правильно барашка или козлика, я вам вот в описании под видео обязательно оставлю ссылочки. Заходите, смотрите. Я уже больше 5 лет живу в Турции, и все это время мы едим только свое мяско. Мы режем козлика. Козлячье мясо – это очень полезное, очень нежирное, можно сказать, диетическое мясо, и оно менее красного цвета, не такое красное, как говядина. И, конечно же, оно очень вкусное. Когда у нас не было возможности тогда зарезать, времени не было, я пошла купила в Касаба, это мясная лавка в Турции, я купила говядину. Сделала ужин дома, и, честное слово, без преувеличения, этот ужин никто не стал есть, я его просто выкинула в мусорку. Не в мусорку, но дала животным там возле мусорки, покушали они. Потому что после козлячьего мяса я на самом-то деле не чувствую ни запаха, ни вкуса другого мяса. Другое мясо я уже есть не могу. Оно для меня просто невкусное. Я как будто бы ем вату. Сейчас вы, наверное, слышали, у нас в Турции идет глобальное подорожание, и у нас в Измире в мясной лавке продается мясо говядины 1 килограмм 155 лир. Если вы хотите там какие-то отбивные, какие-то особенные кусочки мяса, мясных кусочков, то это будет стоить от 200 лир и дороже. Это у нас задняя ляжка. Bundan nasıl yapacağım? Olmadı mı? Renk olmadı mı? Такие средние пакеты берем мы, для морозилки специально продаются. В Турции мало кто ест козье мясо, мало кто в нем понимает и разбирается. На самом-то деле оно очень полезное, оно очень вкусное. Те, кто его не пробовал, не ел, они говорят: ой, фу, какая гадость, да оно воняет. На самом-то деле это неправда. Оно менее красное, чем говядина, оно менее жирное, чем баранина, и на приготовление, правда, уходит немножечко дольше времени, чем на обычную говядину. Сначала мы отбираем мякоти, а те, что штучки, которые жилки, которые нам не нравятся, в общем, мы их вырезаем и выкидываем на фарш. Вот так вот я делаю, где-то на полкило у меня здесь. Ну, мы столько едим, поэтому по полкило вот так я мясо убираю. И ненужные кусочки, я их на фарш бросаю. Перед тем, как разрезать его на мяске, мы сначала его разделываем, потом сутки оно у нас стоит в холодильнике, а только потом начинаем уже на кусочки разделывать. И вот так вот складываю. Güzel, evet, kırmızı bile. Bunlar güzel yağı. Eti o kadar yağsız olmaz işte, o da onu pişirir. Bazen deri geliyor, hiç kesilmiyor. Derilerin aslında o da onlar şey oluyor. Bu sefer şey yok, kas az. Öyle. Kancık bu ya ondan. Çok güzel.
Потом там, где она режет, есть специальные такие кругляшочки. Нужно там Kemikleri atayım mı buraya? Bak bu böyle etli kalsın mı? kalsın çorba yapacağım. Bak burası şeymiş. Atalım buraya. Специальные шарики, нужно найти это место и просто там резать. Ничего рубить не надо. И она это уже как профессионал делает хорошо. Потом эти косточки я буду в 2 раза рубить. И на супчик, конечно. Косточки тоже отдельно будем складывать. Bu böyle. Вот так легко срезает она и все. Böyle kalsın. А эти жирки она отдельно убирает тоже в морозилку. Это когда что-то жаришь, что-то готовишь, можно по кусочку это все вытаскивать и делать еду. Boyu. Boyun. Boynu bu. Это у нас горлышко. Kıyma yapacağım ya. Et yok. Orası et ama. Ve kıymada da et olsun. Hep yağ çıkıyor orada. Aha. Sonra yağ oluyor. Hepsi Вот такие куски я на фарш пускаю. Здесь особо мяса нету, ну чуть-чуть мяса, а основной жир. Фарш получается очень вкусный. А то, что у нас уже остаются косточки, вот эти вот все обглоданные, обрезанные мяски от мяска, мы вот так вот начинаем их рубить. Ребрышки отдельно это будем в духовке жарить. Bütün şakran seni izleyecek. Benim gözüm. Sen gözükmüyorsun. El sadece. Вот эти вот у нас косточки идут отдельно. Эти косточки я делаю на супчик. Отменный вкусный супчик получается. А то, что у нас остальные косточки, которые не коленки, вот эти, например, я их уже использую для выпечки. Вот эти мяски. Вот у нас осталось еще мясо. Это то, что мне не нравится, то, что с жирами, со всякими дребеденью. Я это использую для фарш. У нас такой машинки нету, такой огромной мясорубки, как в этом в мясном магазине. Мы идем в мясной магазин, платим около 10 лир, и он нам быстренько прокручивает. И также я все в пакетике убираю. Вот эти пакетики мяса. Где-то по полкило я сложила. Будем запихивать в морозилку. А это у нас косточки тоже отдельные. Тоже по порции, сколько мы кушаем за один раз, я столько пакетика сложила. Внутренний жир, мы его особо не пользуемся в готовке. То, что немножечко отложим и все. А это те, кто делают свадьбу. Потому что на свадьбе много используют внутреннего жира. Также печень. Убираем вот эти лишние ниточки от нее, лишние кожицу. Делим пополам тоже. И на 2 раза нам хватает пакетик. Это у нас почки. Почки, прежде чем заморозить, их нужно вот таким образом обрезать. Иначе они будут вонять мочой. Их нужно вот так посерединочке порезать и обязательно помыть. Такая мясная лавка. Так вот мы перекрутили. И складываю в такие пакетик. Вот таким образом утрамбовываю ее, как лист бумаги, ровненько. И закладываю. Вот так вот аккуратненько складываю фарш. С другой стороны мяско складываю, а все остальное уже готовые котлетки, все такое. И вот так вот все упаковываем. И храним это 8 месяцев, 10 месяцев, пока все это мы, в общем, не съедим.
Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на канал. Для поддержки канала поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми и обязательно поставьте лайк.